Всем привет! Меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем. И прежде чем мы начнем играть, мне хотелось бы пригласить вас на свою первую трансляцию, которая пройдет уже завтра, в воскресенье. Я буду всем очень рада и буду всех ждать. Переходим к выбору грузов. Сегодня я бы хотела отвезти где-то 3 груза по 100-200 километров. И первый груз я уже выбрала. Это будут помидоры. Мы повезем их из Оснабрюка в Дуйсбург на расстояние 142 километра. Но перед тем, как мы отправимся, я бы хотела спросить ваше мнение, так как у меня есть одно неиспользованное очко. Это, между прочим, не окей! Это очко! Очко навыка, я не знаю, на что его здесь можно потратить, поэтому пишите в комментариях обязательно, какой навык мы с вами прокачаем, и в следующем видео мы выберем тот навык, за который проголосует большинство. И, наконец-то, мы можем отправиться. Повезем наши помидоры, ехать нам 142 километра, и снова нам попалась Скания. Посмотрим по сторонам. Я еще не совсем привыкла смотреть по сторонам, потому что здесь мне всегда кажется, что я посмотрю по сторонам и не успею выехать. Сейчас мы выйдем из города, и дальше будет уже попроще, уже будет не такой большой трафик, будет поменьше машин. И мне, соответственно, будет проще ехать. Так, и здесь тоже надо смотреть по сторонам. Стоп, 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 пока вы не открыли комментарии и не начали строчить там о том, что я не посмотрела по сторонам. Я знаю, что там есть знак «Уступи дорогу», но я просто затупила, заволновалась, поэтому не судите меня строго. Всех целую, приятного просмотра. Наверное, надо было. Все, мы уже почти выехали из города. Сейчас уже будет попроще. Также большое спасибо за комментарии, которые вы оставляли под прошлым видео. Вы просто не представляете, насколько сильно вы меня замотивировали снимать дальше. Я, если честно, не ожидала, что будет настолько хороший отклик сразу в первом видео, поэтому сейчас я настроена еще больше, еще лучше снимать для вас. И также я решила, что в каждое свое видео я буду вставлять по несколько комментариев хороших, и они будут попадать в видео, соответственно. Поэтому оставляйте свои комментарии, и, возможно, вы попадете в следующий ролик. А пока что хочу передать большое спасибо Enigma Boss. Также будет очень здорово, если вы будете писать в комментарии идеи для следующих роликов. Я буду обязательно все читать, на все отвечать. И если будет какая-то интересная идея, может быть, какой-то челлендж выполнить, то я обязательно это сделаю и сниму. Ну вот, нам осталось совсем немножко, еще 80 километров буквально проехать, и мы возьмем следующий груз на такое же расстояние. Главное не пропускать повороты, смотреть на навигатор. Так, я так понимаю, нам сюда. Немножко притормозим, а то я так в поворот точно не войду.
И снова посмотрим по сторонам, пока никого нету. Тут тоже никого нет. Здесь ограничение скорости 60 километров, я еду все 80, но мы можем представить, что это просто скоростная доставка грузов. Совсем как Почта России наша, такая же быстрая. Нет. Ну, все, осталось 10 километров, уже вижу флажок на карте. Осталось немножечко проехать, и мы доставили первый груз. Давайте представим, что этот знак здесь был лишний, и его никто не заметил. Так. Это проблема. Все. Парковать прицеп не будем. Превосходно. Возьмем следующий груз, также заказы агентств и повезем из Дюссельдорфа. Давайте свозим тротуарный камень. Так, это у нас... Это Volvo. Интересно выглядит. Но непривычно, потому что все-таки... Лично мне Scania нравится больше. Я читала комментарии, видела, что кому-то нравится DAF, кому-то нравится Volvo, кому-то Scania, Mercedes. Так, тут тоже надо смотреть по сторонам уже, правильно? Вот, кому-то нравится Mercedes, но я как-то все равно больше по Scania, хотя, мне кажется, любая марка по-своему хороша. В каждой есть свои плюсы, в каждой есть свои минусы. И теперь нам надо быстро-быстро выехать. На Volvo очень непривычно, здесь такая интересная панель, она прям так сильно отличается от Scania. Мне кажется, я вообще первый раз именно на Volvo катаюсь. Но выглядит тоже неплохо. А еще Volvo как будто бы просто громче гудит, как мне кажется, она прям такая мощная. Также отдельное спасибо за приятный комментарий, регион Кавказ. Так, это у нас пошел дождь. Включим дворники. Интересно, я не знаю, как работает здесь, вот именно механика игры, я не знаю, становится ли дорога скользкая, когда едешь, но, видимо, сейчас я это узнаю. А то, что видимость плохая, это точно. Очень плохая. Ой, чё и гроза? Оу, скользко. Правда скользко, или может быть это, конечно, самовнушение, мне кажется, но что-то такое, будто дорога реально скользкая, и в повороты входить гораздо сложнее, чем когда
дорога сухая, тем более здесь такой ливень сильный. И складывается впечатление, что дворники особо ситуацию не спасают. Господи, только не въедь. Ради всего святого, это получится как в пункте назначения. Я не хочу. Нет, тормози, просто тормози. Реально какой-то фильм ужасов. Идет ливень, и передо мной едет огромная фура с бревнами. Мне просто страшно. Также в комментариях мне будет очень интересно послушать, играете ли вы в ETS 2, или может быть вы играете в ATS, или в какие-то другие похожие игры тоже с симуляторами машин, тягачей. Либо будет гораздо интереснее, если вы дальнобойщик, например, и вам просто нравятся подобного рода игры, такие симуляции. Я не вижу, куда ехать. Так. Конечно, я не вижу, куда ехать, потому что я ехала без фар. Класс. Нет, но фары тоже ситуацию сильно не спасают. Я их включила, конечно, спустя столько времени, но я все равно плохо вижу. В общем, дождь это зло. И ночь тоже. Так, нам осталось приехать еще 109 километров, еще немножечко. И сейчас мне бы хотелось передать большое спасибо Янику за его приятный, теплый комментарий. Мне очень приятно, спасибо. Но в такой ситуации я даже не могу его обогнать. Просто потому что темно, идет дождь. Я уверена, что если я сейчас пытаюсь его обогнать, я просто поймаю какой-нибудь столб на своем пути. Но так хочется поскорее доставить груз и волочиться за ним. Так, дождь наконец-то закончился. Можем выключить дворники. Как это делается? Все, разобрались. И обгонять смысла его тоже нет, потому что впереди еще куча машин. Я, наверное, не смогу туда встроиться. Поэтому будем ехать 74 километра. Вот так. Пока мы с вами плетемся за этими фурами, если забыли, я вам хочу напомнить о том, что в воскресенье будет стрим. Я буду вас всех очень безумно сильно ждать. Едем дальше. Но даже чисто логически, откуда в 12 ночи возьмется столько фур, которым куда-то надо ехать? В жизни правда так бывает? Ладно, и мы хотя бы уже видим флажок, нам осталось немножко. Так, ладно, на желтый. А, или здесь, наверное, раз после 12 не работают, наверное, уже светофоры. Или в Германии. Ну да, в Германии, наверное, также, раз там не загорается зеленый. Также большое спасибо за приятный комментарий. Хочу сказать Марии.
Так, мы доставили наш груз, мы его парковать не будем. Доставили тротуарный камень из Кёльна в Кассель. Превосходно. И получили новый уровень, да? Или нет? Так, я вижу, что я получила еще одно очко навыка, поэтому скорее мне пишите в комментарии, какой навык мы с вами будем прокачивать. И на этом наше видео подходит к концу. Большое спасибо, что вы его посмотрели. Напоминаю, что завтра будет трансляция, будет мой стрим, поэтому, пожалуйста, приходите. И на этом все. Всем пока! Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.